Здорово, изгнанники! Совсем скоро нас ждет новая лига в Path of Exile, и сегодня разберем, на ком стартовать, чтобы с комфортом залететь в свежий контент. После патчноутов многие билды, которые я хотел изначально внести в этот список, улетели в утиль. Кого-то занерфили, что-то поломали и сделали неиграбельным. И немалая проблема, многим скиллам повысили как каст-тайм, но и также увеличили расход маны, из-за чего местами будет некомфортно, увы. И спелл-тотемы с минерами тоже не обошли стороной. Билды получили нерфы в среднем в 15%. Поэтому решил не включать их в этот список. Пришлось искать то, что не пострадало или не сильно затронуло, и то, что в целом проверенные стартеры. И да, я специально не упомянул банки, буншаттеры, Lightning Arrow и другие билды, которые были, есть и будут. Даже нерфы им не страшны. И важный момент всех стартеров – это бюджет. Очевидно, что все стартеры – это недорогие билды. Но если какой-то из предложенных мной вариантов окажется дороже других, я обязательно упомяну об этом отдельно. Все остальное, как обычно, ориентируйся по ситуации на рынке в первые дни лиги. Так что заваривай себе чаек или что покрепче. Не забудь подписаться на канал и поставить лайк. А теперь погнали. И начну с достаточно комфортного стартера – Циклон через Slayer, а точнее его альтернативная версия. Достаточно комфортный билд в плане игры. Крутишься и да и все собственно. В предыдущей лиге добавили саппорт Void Shockwave, благодаря которому билд усилился и стал куда играбельнее. Мы крутимся, саппорт триггерит волны, которые наносят приличный урон, профит. Билд неплохо зачищает карты, хотя как по мне скоро зачистки не самая быстрая, но опять же, что мы хотим от циклона. Очень неплохо живет за счет восхождения Слеера. Билд недорогой, даже сказал бы дешевый, и собирается с пола. Единственная пушка, чем больше физ-дамаги мы хотим, тем дороже она будет. Также билд подойдет тем, кто не любит много кнопок. Зажал ПКМ и полетел вперед. Ну или поползли, у кого как. И за счет неплохой выживаемости и урона билд прощает многие ошибки, так что зайдет новичкам. И так как циклону не повысили монокост, то не должно возникнуть никаких проблем. И достаточно многими любимый билд Смайт через чемпиона. Патчноуты обошли скилл стороной, так что смело можем стартовать. Как и все стартеры, билд не требует много вложений. Как видите в побе, достаточно бюджетно закрываем атлас. Билд имеет неплохую зачистку, отличную выживаемость и спокойно убивает боссов. Все при нем. Единственный нюанс билда – это позиционирование. И если встать правильно, скилл может попасть по боссу дважды. В остальном просто крепкий надежный стартер, который прощает ошибки. Ну и куда без классики. Explosive Arrow Ballista. Тотемщики, как я и говорил в начале, пострадали, но это не сильно затронуло взрывные стрелы, так как билд не играется через криты и не является спелл-тотемом. Но слегка все равно билд потерял в дамаге, хотя это не должно сильно ощущаться. Механикой билд не отличается, просто ставим наши баллисты и бегаем, периодически их обновляя, как и на всех тотемах. Билд достаточно средний, но для спокойного старта неплохой вариант. И да, автор в заметках поба все расписал, так что не забываем туда заглядывать. Ну и как же без миньонов в стартерах? Вот я думаю, что никак. Поэтому решил включить в этот список Absolution. Напомню, в предыдущей лиге Absolution получил сильный баф, а в этой лиге патчноуты его не затронули. Выбирать Гвардиана или Некроманта, тут уже все зависит от ваших личных предпочтений и дальнейших планов на респект. Оба восхождения играбельны и хороши, поэтому в описании закинул побы на оба класса. Суть билда. Вы призываете стражей, и они путешествуют с вами, нанося огромный урон молнией. Миньоны сами агрятся на врагов и делают всю работу. Выбираем Absolution на 12 левеле и летим по актам. И напоследок не совсем стандартный миньон скилл. Animate Weapon, а точнее его альтернативная версия Ranger Arms, которая призывает оружие дальнего боя, из-за чего билд стал выглядеть куда комфортнее милишной версии. Он остается со своими нюансами. Постоянно перепризывать оружие, требуются альтернативные гемы, и он требователен к экипировке. И поэтому скажу, что он дороже, чем остальные стартеры, а некоторые альт-гемы на старте стоят далеко не 2-3 увы. За счет блока и регена билд очень живучий, ДПС на старте более чем хорош в лоу-бюджете, а уже если разгонять, то там закрывается весь контент. Единственный минус, который надо озвучить, основной гем для призыва оружия, из которого мы потом поднимаем наших приспешников, получил неприятные изменения, а именно 5% расходов маны в секунду. Но если учитывать, что у нас 100% лайфкост тушки, есть реген и миньоны лечуют нам хп за счет аскенденси, то проблем в теории не должно возникнуть. Возможно, проходить акты придется на чем-то еще. Привет, СРСы. Но в целом автор прекрасно расписал прогрессию билда. Ссылки, как обычно, в описании. Честно, составлял список из мыслей, чем бы стартанул сам. И пока больше всего склоняюсь к Animate Weapon. Хотя изначально думал выбрать минера, но из-за увеличения монокоста и неприятного нерфа основного минер-саппорта решил выбрать что-то другое. Хотя, думаю, оно также будет играбельно, просто менее комфортно. И если видос был полезен,
Не забудь подписаться, поставить лайк и написать автору пару приятных слов. Мне будет приятно. Также подписывайтесь на Boosty, где можно найти этот же гайд в текстовом формате в открытом доступе. А еще выкладываю там дополнительные материалы, например, прямые ссылки на разбор всех билдов от их авторов. И на Telegram, где выкладываю мемасики, новости и интересные штуки по пою. И конечно же страты фарма. Как раз по одному из такому готовлю новый видос. И отдельная благодарность всем тем, кто поддержал на Boosty. Ваша помощь помогает развивать канал и делать больше полезных гайдов. Если хотите помочь, ссылка в описании. И это самое. Услышимся!